что все пришли. Мы начинаем нашу третью встречу в рамках Открытого исследовательского семинара департамента искусствоведения и культурологии. Очень рада вас приветствовать здесь, в нашей медиатеке. И сегодняшняя встреча посвящена проекту 10+10, если говорить по-русски. Вообще это дрезденский проект объединения молодых художников и молодых искусствоведов. И они расскажут куратор, наш гость, Нилс Хилкенбах. И надеюсь, что потом это перерастет в интересную дискуссию. Давайте начинаем. Спасибо. Сегодня я говорю по-английски, потому что я не так быстро, не так хорошо говорю по-русски. Я надеюсь, все понимают, да? Хорошо. Okay. So you're going to translate? Yes. Okay, perfect. Хорошо. I prepared a little slideshow about our project from Dresden. Me myself, I'm a young art historian from Dresden, but I'm also studying Russian statistics, culture science. Сам я искусствовед из Дрездена, но также я занимаюсь славистикой и историей русской культуры. And in the year 2012, I founded, together with a young artist, her name is Melanie Kramer, initiative to connect young art and young art history in Dresden. В 2012 году вместе с художницей Мелани Крамер я создал вот эту платформу для молодых художников и кураторов. We're going to tell you something about this platform today, what we are doing there, and what was our goal, what was our idea. Сегодня я расскажу об этой платформе, о том, чем мы там занимаемся и какова была наша цель. And give you a little impression about why we're doing this and for what and what's our goal for the next years. Чтобы дать вам представление о том, зачем мы этим занимаемся и каковы наши цели на будущие годы. First of all, the left picture we see right here is like me, on the left side Melanie, she's, like I mentioned, a young artist in Dresden. Прежде всего, на левой фотографии я вас хочу познакомить, там я и Мелани, как я уже сказал, молодая художница из Дрездена. And she's doing her diploma this year in summer. В этом году, летом, она защищает свою дипломную работу. When it comes to 10+10, it was a very nice coincidence because we had the same idea actually at the same time. Это было достаточно интересное совпадение, поскольку у нас появилась эта идея в одно и то же время. Wir haben uns auf einer Ausstellung getroffen. Oh, sorry. Sorry, German. We met at an exhibition in Dresden for young art, and we just came in a talk. Мы познакомились на выставке молодого искусства и начали разговаривать. After this exhibition, we met for a couple of times just because we recognized it's a great thing to cooperate, to talk about young art history. И после этой выставки мы еще встречались пару раз, поскольку нам понравилось вот разговаривать, обсуждать молодое искусство. And then we decided this is so great, we just need to involve our college students and make it something bigger. И затем мы поняли, что это очень классно, и нам нужно привлечь больше наших коллег-студентов, чтобы сделать какую-то более интересную вещь. Right now in our group, we're like only students, college students from us, and like 10 art history students and 10 art students. That's why it's called 10+10, 10+10. Сейчас в нашей команде 10 студентов-художников и 10 студентов-искусствоведов, и поэтому проект называется 10+10. Like mentioned in the little text on my sheets, we came together to discuss young art and young art history in Dresden. И как я упомянула, как здесь сказано, мы собираемся вместе, чтобы обсуждать молодое искусство в Дрездене. And we filled together the lack of the universities to do something practical or theoretical in each other's field. И для нас мы заполняем лакуны в университетском образовании в части практической и в части теоретической для профессии каждого из нас.
The special thing about our project is that we are working on that our idea to work is independent from universities and from frames and structures of universities. Важная идея нашего проекта в том, что мы работаем независимо от каких-то официальных структур, таких как университет. Every participant has the possibility to learn something practical, to bring in his own skills and to widen them out, to just get in contact with young artists or young artistic students and learn something from each other. У каждого участника есть возможность привнести какие-то свои знания, а также обучиться новому каким-то навыкам и умениям у других участников проекта. A very important theme in our project work is to get to know the works of each other. What is the young artist doing at Art Academy? What is the young art historian, art scientific doing at university? Важный аспект нашего проекта понять, чем занимаются наши коллеги, то есть чем занимаются художники в художественной академии, чем занимаются искусствоведы в университете. As scientific workers in humanities and as young artists or artists in general, we both have a lot of difficulties to deal with when it comes to earning money, when it comes to jobs. И в качестве ученых, гуманитариев, и в качестве художников мы все сталкиваемся с проблемами, с трудностями поиска работы и занятий. That's why we decided we want to come together and cooperate and build up a network which can grow and grow over the next years and can be a fundament, like a base for further cooperation also. И поэтому мы решили все собраться вместе, чтобы организовать такую своеобразную сеть, которая может развиваться дальше и дальше и поддерживать ее участников. On this picture we see one of our typical working sessions. На этой картинке вы видите одну из наших типичных сессий рабочих. The topic of this combined working session was how to curate an exhibition for my young artist. Темой вот этой сессии тема звучала, как курировать выставку молодого художника. For my young artist who I'm working. Для моего художника, с которым я работаю. I explain this my now. As I said, the network was a very important fact for us, building up cooperations, but also to get in touch with different institutions and cultural spheres in Dresden as a group. Как я уже сказал, вот эта сеть, которую мы образуем, она важна для нас, но также для нас важно связаться с какими-то культурными институциями в Дрездене. In this picture we see an atelier of Christian Tam. На этой картинке, на этом фото мы видим ателье художественную мастерскую Кристиана Там. In Art Academy, and Christian Tam is sitting on the right side. Он сидит справа. And this scene is a working session where we invited a famous Dresden curator from Staatliche Kunstsammlung in Dresden to ask for tips for curating, tips about writing texts and providing contents. На эту сессию мы пригласили известного дрезденского куратора. From Dresden. Staatliche Kunstsammlung, State Art Collection. Из государственной художественной коллекции. Галереи, скажем так. Больше галереи с 14 музеев в Дрездене. It's including 14 museums. Эта галерея включает 14 музеев в Дрездене, то есть это одна из крупнейших институций. И целью было понять, как работать с текстами, с концепциями в качестве куратора. The structure of 10+10 you can divide into intern structure and extern structure.
Структуру в проекте 10+10 можно разделить на структуру интернов и экстернов. The intern structure is designed with 10 young art historians and 10 young artists, as I already said, and 3 coordinators who are giving the base to work. В структуру интерновскую входят 10 молодых историков искусства, 10 молодых художников и 3 координатора. The extern sphere around this intern sphere involves network and audience, which means like people in institutions or professionals, mentors in institutions, who are we inviting for different topics and different themes to get professional meaning, professional ideas and experience. И структура экстерна, она включает нашу аудиторию и те институции, с которыми мы работаем. Это также и профессионалы, люди, которые могут дать нам различные советы и рекомендации в этой сфере. This can be curators or art critics, can be directors of museums or restorators. Это могут быть кураторы, художественные критики, директора музеев или рестораторы. But also professors and docents from university. А также профессора и доценты из университета. Gallerists. Галеристы. We once had also like an auctioneer from Berlin. И также мы приглашали Auktionär. из Берлина. Working inside the structure of 10+10 means, that's why it's called 10+10, that one art historian is working together with one artist in a tandem. А структура проекта 10+10 состоит в том, что один историк искусства работает в тандеме с одним художником. The coordinators are giving the base, the platform to work on. А координаторы, они обеспечивают их базой, платформой, на которой они работают. Which is formal, to have a working environment, an organization, organ. То есть у нас есть рабочее пространство и какая-то организационная структура. And the creative content or the creativity content is provided by the art historian and artist itself and independent. А вот контент творческий, он обеспечивается работой искусствоведа и художника. Our circle is not closed, as you can see, Этот круг не закрыт, как вы можете видеть. which should symbolize that the input from extern can come every time and also the output can go out wherever it might go. Что означает, что извне мы можем получить какие-то отклики и также как бы изнутри наши идеи могут получить свое воплощение наружу. Which makes it very flexible and Что делает данную структуру очень гибкой? flexible, да, и ja, das ist super, das Wort, wie war es denn noch gleich? Vielseitig, diversity. Operativ. Ganz schnell. So, diversity is like vielfältig. Was hier just because one tandem is made of one artist and one art historian doesn't mean the structure is fixed. Только потому, что один тандем состоит из одного искусствоведа и одного художника, не означает, что эта структура фиксирована. Because every participant can, of course, work with every other participant, and Потому что каждый из участников, конечно, может работать с другим. so you can imagine we have like a group of 20 people who can flexible work with each other and request texts or different content. То есть вы можете себе представить группу, в которой 20 человек, которые работают друг с другом и обсуждают разные тексты и другую практику работы вместе. And as I said, our combined working sessions, working groups are there to just
give feedbacks to each other from the tandems. И наши комбинированные рабочие сессии существуют для того, чтобы получить какой-то фидбэк вот от разных тандемов. Or transfer ideas and plans for each other, searching for participants for external projects. Или транслировать идеи, которые мы находим для других проектов как бы вне тандема. Of course, we're not working for ourselves only. It's primarily our goal, but it's not the only goal we have. Конечно, мы не работаем только для самих себя. Это одна из наших целей, но не первичная наша цель. We also wanted to share our ideas, our project, our content with college students or a young audience in Dresden. Также мы хотим делиться своими идеями с нашими молодыми коллегами, студентами, либо молодой аудиторией Дрездена. To motivate especially our college students or in general students of humanities to become more active in cultural projects. Чтобы давать мотивацию студентам и вообще молодой аудитории для того, чтобы они были более активны в культурных проектах. To share our experience and content, you always need an instrument. Our instrument is, was of course, exhibitions, publications, and a website so far. Чтобы делиться своими идеями и достижениями, нам нужны инструменты, и наши инструменты – это выставки, публикации и веб-сайт. In these three pictures, you see the plans or planning structures, preparing structures for our first exhibition in the summer of last year. На этих фотографиях вы видите план нашей выставки, которая состоялась летом прошлого года. Это была наша первая выставка. On these two pictures, you see on the left side our website we published in October of last year. Слева на фотографии вы видите скриншот нашего веб-сайта, сделанный в октябре прошлого года. Where every participant could publicate his texts or artist works with text. И каждый из наших участников может публиковать свои тексты, либо художественные работы, сопровождаемые текстом. On the right side of the picture you can see our catalog or publication, which was also published last October. Справа вы видите каталог, который был опубликован также в октябре прошлого года. Which also contains paintings or artworks and text of our art historian participants. В котором также содержатся изображения и тексты от наших участников, художников и искусствоведов. Little gadget of our catalog on the right side is that it contains 10 leporellos. It's like flyers, big flyers. В нашем каталоге содержится 10 разворотов таких крупных флайеров таких страниц. Which are created from the design and from the text by each tandem in co-working. Которые были созданы каждым из тандемов. That means that although we have a common publication, we wanted to show the diversity of people we have in our group. И это означает, что хотя у нас и общая публикация, мы хотели показать разнообразие тех людей, которые работают внутри группы. The following I want to introduce you in our two exhibitions for short term and events we were realizing during the last month. А далее я бы хотела вас познакомить с двумя выставками, которые мы провели в 2013 году, и другими мероприятиями,
мероприятиями, которые провели в прошлом месяце. Our first exhibition last summer was called Friendly Takeover. Наша первая выставка прошлым летом называлась «Дружеская переделка», which was held in Kunsthaus Dresden. Которая была организована в Доме искусств в Дрездене. And our second exhibition, which was held from October till February of this year, И вторая выставка, которая длилась с октября по февраль этого года, was called Keine Angst im Dunkeln, No Fear in the Dark, называлась «Нет страха в темноте» at Altana Gallery Dresden. в галерее Альтана в Дрездене. We also have a Kunstmarkt, art market for young art in December. Также художественная ярмарка в декабре. And besides a lot of artist talks, guided tours by curators and curators talks, we also organized 2 Jours fixes with junge Freunde der staatlichen Kunstsammlungen. Также мы организовали множество лекций от художников, экскурсий, лекций от кураторов и журфикс. Jurfix is like a meeting or which is like held by a group of young people in this case, which are supporters, financial supporters, but also idealistic supporters of staatliche Kunstsammlungen. It's like a foundation. То есть журфикс был это было мероприятие, организованное группой молодых людей и поддержанное штатом. State Art Collection Dresden. This was our flyer of the first exhibition. Это флайер первой выставки. The special thing about this exhibition was it was only 10 days during summer. Особенность этой выставки была в том, что она длилась только 10 дней летом. And the Kunsthaus is actually an institution, a museum or gallery which is very, very established and international known. И Дом искусств – это институция, которая очень известна по всему миру. Especially for video arts and performance arts. Особенно она известна видеоартом и перформансом. And we had a lot of luck to actually get in there. И нам очень повезло, что нам удалось устроить выставку with a lot of drawings and photographies. Поскольку наша выставка содержала много рисунка и фотографий. Because the gallery was renovated during this time. И в это время в галерее шла реконструкция. And we shared this place for 10 days with another young group of artists. И в течение этих 10 дней мы делили пространство с другой группой молодых художников. As you can see on the flyer and on the photography on the right side, there is a line. That means we divided the whole house into 2 parts. Как вы видите на правой фотографии, там проведена линия, которая делит все здание на 2 части. And the right side, was like from 10plus10. И правая часть, она принадлежала нам 10+10. Here's some photos of preparation. We saw the exhibition in summer in Kunsthaus Dresden as a little experiment field. Здесь вы видите фотографии с подготовки выставки. Эту выставку мы видели в качестве такого экспериментального поля. Before we were working a lot of theoretical, and it was our first attempt to try something practical as a group. До этого мы больше работали с теоретическим материалом, и это была наша первая попытка сделать что-то практическое в качестве группы, рабочей группы. We decided to try some curating compositions, but to stay minimalistic, to not give too much content. Мы постарались представить некоторые кураторские
выкладки, но при этом оставаться минималистичными в смысле контента. Because we actually knew we have a big exhibition in winter. Потому что мы уже планировали большую выставку зимой. On the left side you see a few days before we were beginning to hang up the paintings. Слева вы видите тот день за несколько дней до того, как мы начали развеску. And on the right side you see a very, very last minute art transport. Справа вы видите транспортировку работы в последнюю минуту. Because we changed our mind and our gears in creating the exhibition. Поскольку мы изменили в последний момент нашу концепцию. Very spontaneously. Очень спонтанно. Красиво. Так красиво. There's another co-working situation. Другой рабочий момент. And here we shot some nice pictures because you don't see this every time or every day that a painting of the size 2 meter 50, 1 meter 50, 2 meter 3 meter is carried around by two strange looking guys through the city of Dresden. И здесь на фотографии мы не могли не запечатлеть этот момент, потому что не каждый день вы видите, как два странно выглядящих молодых человека несут по Дрездену картину 2 на 3 метра. The exhibition the exhibition opening was really crowded. We didn't expect that at all. На открытии выставки было очень много народу, и мы даже этого не ожидали. And recognize that a lot of people are really interested in what we are doing, although it's a quite theoretical and university feel, although it's besides university, of course. Это стало показателем того, что многим людям это интересно, несмотря на то, что наша направленность больше теоретическая и такая университетская, хотя мы и за стенами университета. The interesting thing is that it was the most crowded exhibition opening the Kunsthaus ever had. Самая интересная вещь в том, что это наиболее популярное, заполненное людьми открытие выставки в Доме искусств, которое было когда-либо в Доме искусств. Because there were a lot of students, a lot of very young people. Потому что там было очень много студентов и молодых людей. Because they heard from our marketing team that there's going to be some cheap beer and wine. Потому что от нашей команды маркетологов они услышали, что там будет дешевое пиво и вино. And of course some nice young artists and nice young art. И, конечно, классное молодое искусство и молодые художники. Some more pictures. Еще некоторые фотографии. On the left side, on the upright, you see the big painting which was in the during the city, carried through the city before. Слева вверху вы видите ту картину, которую несли по городу. And we were really proud that especially a lot of professors from art academy and from art history made the way to our exhibition. Мы были горды тем, что многие профессора из академии, они пришли на наше открытие. Some more impressions. This was our second exhibition, Это была наша вторая выставка, which started in October. которая открылась в октябре. Just as the first exhibition, it was all organized by the group of 10 plus 10. Как и первая выставка, она была полностью организована группой 10+10. Besides the coding of a website, we didn't outsource anything. Кроме разработки веб-сайта, мы не приглашали никого со стороны.
From the marketing over the PR to design of the publication and curating, we all did it by ourselves. Маркетинг, пиар, публикации, кураторство, все это мы делали сами. Which even shows the practical part of our project, that you as a student or participant can just try yourself in real practical work. Что показывает и концепцию нашей идеи в том, что ты как студент можешь попробовать себя в настоящей практической работе. Different than the other first exhibition at Kunsthaus, at this exhibition we were able to provide some financial support. В отличие от первой выставки, для этой выставки мы смогли привлечь финансовую поддержку. On the left side you see our flyer or plakat, and on the right side. Слева вы видите наш флаер. On the right side, the main curating team. Справа основная команда кураторов. Maybe one sentence or two to our title. Скажу пару предложений о нашей заголовке. We were choosing this very programmatic title to express all feelings that we are coming together. Мы выбрали этот заголовок, чтобы показать те чувства, которые мы испытывали, когда мы собираемся вместе. Didn't knew so much about each other's structures and workflows. Не знаем принципов работы друг друга. And really needed to refuse like a kind of fear to each other, or like, по-немецки говорим, Berührungsängste, как называется по-русски? Страх контакта, прикосновения с чужим. И пытаемся бороться вот с этим страхом контакта друг с другом. To build up empathy for each other. Работаем над созданием симпатии друг к другу. The photography of our plakat is an artwork of Alexander and Roland, one of our participants. Фотография, которая изображена на нашем флайере, принадлежит Alexander and Roland. Dresden. Дрезденскому художнику. He actually has Russian roots as well. На самом деле у него русские корни. And he's doing photographies, analog photographies only, with camera obscura. That means he's building his cameras by himself with schuhkartons. Он занимается фотографией, большинство из них делает с помощью камеры обскуры. Это значит, что свои фотоаппараты он делает сам. Камеры делает сам. Из коробки для обуви. And this picture kind of expresses the situation we had before the beginning of our project. И это изображение показывает ту ситуацию, которую мы имели до старта нашего проекта. That everybody was for his own and had Каждый был сам по себе. an empty seat beside him to cooperate with. И рядом было это пустое место, с которым надо было сотрудничать. Here's some pictures again. Снова несколько фотографий. This was, for example, a tandem as well, Laura and Christina. Это один из наших тандемов, Лора и Кристина. They were also cooperating during hanging up the paintings and photographies and pictures. Они работали вместе даже над тем, что вешали фотографии. So from this very intense working cooperations, a lot of friendships also grow over the months. И из этой интенсивной работы на протяжении месяцев вырастает и дружба среди многих участников. On the left side down, we see Alexander and Rudat with the photography and some other impressions. Слева внизу мы видим вот этого художника, который сделал фотографию для постера.
And that was like artwork of Christian Tam, which was in the length 9 meters, made of different canvases. Это произведение Кристиана Тама, которое в длину было более 9 метров и состояло из нескольких холстов. Who was even, or who had the idea to proceed a project he was trying in Kunsthaus to our next exhibition. И его идея была продвинуть свой проект, который он начал на нашей первой выставке в Kunsthaus, как бы на нашу следующую, в русле нашей второй выставки. You can see here he was trying to draw it on the wall immediately. Здесь он пытался нарисовать это на стенах непосредственно. And he was just continuing this work in our bigger exhibition. И на второй выставке он продолжал эту работу. Other impressions of Martin Paul Müller. Martin Paul Müller was the young artist, a painter, who I was working with mainly. Это другой художник по имени Мартин, он живописец, и в основном я работал с ним. Here we have some, it's quite interesting. Awesome. Here we have some paintings of Clemens Tremmel, who is meanwhile quite important, not important, but popular young artist in Germany because he is the winner of Caspar David Friedrich Prize. Здесь мы видим работу художника Clemens Tremmel, который достаточно популярен, поскольку он выиграл приз Каспара Давида Фридриха. I don't know if you know, like Caspar David Friedrich is like a popular, important, of course, yeah, German romantic artist. And yeah, I guess you can easily see why he won it. Я думаю, вы можете легко увидеть, почему он выиграл. The similarities are quite high. Довольно много схожих черт. But he has a very interesting way to play with the essence of the paintings. Но он очень интересно работает с сутью живописи. To obey the view on the very important thing, is destroying his canvas or painting it over. То есть он to hide the essence of the painting, of the topic. Yes, he's hiding. То есть он прячет суть вот этих изображений и наслаивает что-то поверх, что не показывает вам, скрывает от вас суть того, что изображено. So he's cutting out pieces like here or here. Вырезает какие-то куски. And then taking them to another, like. Переносит с картины на картину. Could even recognize some Malevich here. Можно даже узнать Малевича. I show you another example. Here, for example, this is Clemens Tremmel as well. He was using some woods to hide it very aggressively. А здесь, например, достаточно агрессивно он спрятал изображение за деревянными плашками. Even the second exhibition had a huge audience as well. We were named in every big Saxony or Dresden newspapers. Также у второй нашей выставки тоже была большая аудитория, и про нас было много публикаций в прессе Дрездена. Which was even a big motivation as well. Что было также и хорошей мотивацией. So maybe just can translate be brave people or be brave students.
and inspired by missing or inspired by your leg are the titles. Заголовки бравые студенты и вдохновленные отсутствием. Besides our exhibitions, we also were trying to give something for the local and young culture and young artist scene in Dresden. Кроме наших выставок, мы пытались также привнести что-то на локальную художественную сцену в Дрездене. That's why we organized the first 10plus10 art market. Поэтому мы организовали первую художественную ярмарку, where young artists could attend and present their artworks for selling. В которой могли участвовать молодые художники и представлять свои работы на продажу. In Germany, especially in Dresden, it's a tradition to have this art markets. В Германии, особенно в Дрездене, существует целая традиция художественных ярмарок. But it's actually not easy for young artists to establish in these structures. Но молодым художникам не так просто попасть туда. That's why we decided to found our own. Поэтому мы решили основать свою собственную. We did this together with Profile Dresden. Мы сделали это совместно с Profile Dresden, which is a foundation for humanities and social science of Dresden University. Это фонд гуманитарных и социальных наук Дрезденского университета. To have represented our art historian side and artist side. Таким образом, мы представили нашу искусствоведческую и нашу художественную часть нашей группы. All in all, we had 54 young artists who were presenting their artworks. В целом было 54 молодых художника, которые участвовали в этой ярмарке. It was a huge success because a lot of young students and interested people from Dresden came and just even bought some young art. У мероприятия был большой успех, поскольку пришло большое количество студентов и просто интересующиеся публики, и они приобретали эти произведения искусства. On the other hand, it was our goal to sensibilize our generation and college students for getting in touch with our young art. С другой стороны, нашей целью было привнести смысл, дать смысл нашему поколению, познакомить их с молодым искусством. It was possible to buy young art to a very, very, very low price. И можно было приобрести искусство молодых художников по очень-очень низким ценам. And to support, on the other hand, young artists from Dresden. И с другой стороны, поддержать молодых художников Дрездена. This concept worked out really good, and the visitors and the artists want this concept again this year. Эта концепция действительно хорошо сработала, и как аудитория, так и художники вновь хотят провести это мероприятие в этом году. Here's some other impressions. On the left side down, we even had a little auction. Слева внизу вы видите такой небольшой аукцион. It was a sculptor, young sculptor, who was selling his pieces by the weight of kilogram. Молодой скульптор продавал свои работы на вес. So the start price was about 5 or 6 euros. Стартовая цена была около 5-6 евро. And a few pieces, some bigger pieces, were even betting till 250 euros in the end. И некоторые из крупных работ в конце концов продавались за цену около 250 евро. Really successful. Большой успех.
We also had, in this context, guest, very famous Dresden art collector. У нас также был знаменитый гость, известный коллекционер из Дрездена, Who was chatting with one of our coordinators for this art market project и он общался с одним из наших координаторов about how he bought his first piece of art and why he bought his first piece of art. На тему того, каким образом и почему он приобрел свое первое произведение искусства. And why it is cooler to buy young art than to buy paintings from IKEA. И почему это круче приобретать молодое искусство, чем живопись из Икеи. This impulse talk worked out, and was a really nice atmosphere in this evening. В этот вечер была действительно приятная атмосфера, и этот рассказ имел свое воздействие. There were all projects in 2013. As I said, we also had a lot of artist talks to give our art historians a platform, to give them the chance to promote their young scientific working. Как я уже сказала, все эти события проходили в 2013 году. Также у нас были лекции от художников и от молодых искусствоведов, которые знакомили аудиторию со своей теоретической научной работой. To show our works, we always try to have a balance between showing arts and showing art history traditions or discipline. В нашей работе мы пытаемся соблюсти баланс между знакомством с искусством и с историей искусства. For the future, we are planning to keep this project going. В будущем мы планируем сохранять этот проект. We want to continue with 10 new art and 10 new art history students. Мы хотим продолжить с 10 новыми художниками и 10 новыми искусствоведами. To give new or younger students, upcoming interesting students, the same chance we were having or we had. Чтобы дать молодым студентам тот шанс, который был у нас. And from the participants of the last year, build from time to time alumni network. И из тех участников, которые принимали участие в прошлый раз, мы планируем создать сеть выпускников, ассоциацию выпускников. To always invite them again as docents or mentors for the following generations of 10plus10. Чтобы была возможность приглашать их снова уже в качестве менторов новых поколений 10plus10. And this year, although we're having a small break because I'm here to hold this presentation. В этом году у нас небольшой перерыв, поскольку я нахожусь здесь, чтобы сделать эту презентацию. And Melanie is doing her diploma in summer. А Мелани занимается своей дипломной работой, которую защищает летом. We're not working on the training program this year. Мы не работаем над программой тренинга в этом But году. we're having 2 exhibitions this year. Но у нас будут 2 выставки. One of these exhibitions is the presence at Australe. Одна из наших выставок Это восточная выставка, можно сказать, да? It's like international exhibition of contemporary arts. это международная выставка современного искусства. It's the 3rd or 4th biggest in Europe. Третья или четвертая по размеру в Европе. The organizers got to know us through our exhibitions and asked us whether we want to participate to show our project. Ее организаторы познакомились с нами через наши прошлые проекты и пригласили участвовать. And this part here, exactly,
we're gonna have a room for 250 square meters to show our project and show positions and art historical content. И в этом здании на пространстве в 250 квадратных метров у нас будет наше пространство, чтобы показать выставку и наши теоретические встречи. We also want to continue with our training program, of course, but we also want to go a step further. Мы также хотим продолжить нашу программу тренингов, но и пойти на шаг вперед. Because through our working process, we got to know a lot of people. Поскольку через нашу работу, через то, чем мы занимаемся, мы познакомились с большим количеством людей, who are really interested to do something for young art history and young art in Dresden and in Germany. Действительно заинтересованных в том, чтобы сделать что-то для молодого искусства и молодых искусствоведов в Дрездене и в Германии. So we're considering to found our own foundation. Поэтому мы решили создать наш собственный фонд. To be a platform or institution which does some lobbyarbeit for the young art and young art history. Который бы был такой платформой или институцией, которая бы лоббировала интересы молодого искусства. And also tries to bring up more young scientific works through publishing and cooperation with publishers. И стимулировала бы публикации научных работ об искусстве через сотрудничество с издательствами. Yeah, we made a 3-year plan so far. На сегодняшний день мы создали такой 3-летний план. And my personal perception is also to get a little bit international. И в моем понимании также мы должны пойти немного войти в международный такой масштаб. Through cooperating with international interested people, for example, from Russia or other countries. Через сотрудничество с людьми со всего мира, например, из России, ну и из других стран. To connect young art history and young art over the borders of our own countries. Чтобы соединить молодое искусство, молодое искусствоведение сквозь границы разных стран. That's all what I have to say for the moment, and I'm really looking forward to get some questions from you, if you're interested. Это все, что у меня есть на данный момент, и я очень жду от вас разных вопросов, если вам будет интересно. Спасибо, Нилс. Есть ли вопросы какие-то? А по какому принципу вы группировали эти пары? То есть было личное волей, сами они решали, с кем они пойдут, то есть по каким-то симпатиям, или это было какое-то жребий, или сверху как-то вы спускали решение, что ты с тем, ты с тем? Yes, we'll What was in principle that you were forming this tandems, or based on personal sympathies or something else? That's a really interesting question. I think because it was not easy to form this. Это очень интересный вопрос, потому что было не просто сформировать эти тандемы. Not so easy, and on the other hand, it was easy because in the end everybody was satisfied. С одной стороны не просто, а с другой стороны все остались довольны. Before we started to work in tandems, we had consultations. Перед тем, как мы начали работать в тандемах, мы работали в форме консультаций. Insgesamt 10. Sorry. All in all, we had 10 consultations. В целом у нас было 10 консультаций. So the participants could get to know each other. Поэтому участники могли познакомиться друг с другом. And in the end, everybody could make 3 proposals. И в конце каждый должен был внести 3 предложения. And it worked out anyhow that everybody could get at least his second priority. И в конце концов каждый мог выбрать хотя бы свой второй выбор, если интересно. But also it only mattered
at the beginning, because during the process it all mixed up, because everybody was working with everybody. На самом деле это имело значение только в начале, потому что уже в процессе работы все смешались друг с другом и как консультировали друг с другом. But it was like sympathy and also interest in what the young artist was writing, because they needed to give the text from what they had been writing. Но основой была симпатия и также профессиональные интересы, например, в том тексте, который предоставляли историки искусства. And on the other hand, of course, there were sympathies when it comes to the artworks. И, с другой стороны, симпатии к произведениям искусства вот тех молодых художников. У меня уже есть вопрос. Я прошу. Вот две выставки, о которых вы рассказывали. Громче, пожалуйста. Две выставки, о которых Нилс рассказывал, они курировались всеми 10 кураторами проекта, или был какой-то выбор, и как он осуществлялся? I understood, but I'm not sure if that's in the right. We talked about two exhibitions. Yeah. So both of them were created by the whole 10 curators, or some of them, and some of them, how did you choose? It was really, it was a challenge, of course. On the first hand, to nominate paintings. То, как выбирали кураторов на выставке, это, конечно, был вызов, во-первых, чтобы выбрать работы. On the other hand, of course, to say who is going, with this group of 20 people, who's going to have the last word. И, во-вторых, чтобы понять, у кого будет последнее слово в этой группе 20 человек. But we found this consensus like this, that for both exhibitions, we split our whole group into different teams. Но для каждой из этих двух выставок мы разделили группу на разные команды. So that На несколько команд. the people who are more interested in doing the PR or marketing for exhibitions could do this. Поэтому те, кто были больше заинтересованы в аспектах пиара и маркетинга, могли заниматься этим. Or on the other hand, can be curator and the curator team. А другие люди, которым было интересно кураторское дело, они могли заниматься этим. And I need to say that in both cases, both exhibitions, it was completely different than I expected. Because I expected that everybody wants to curate. But yes, that was what I expected. And when it came to the point to say, okay, who's going to curate now? И что интересно, для обеих выставок мне сначала казалось, что все захотят стать кураторами, но когда встал вопрос над тем, кто же будет курировать выставки, they were like, oh wow, this is a huge responsibility actually, because both were big exhibitions. And они решили, что они стали очень осторожными, потому что это была очень большая ответственность. But everybody was helping when it came to hang up the paintings or to just write the walls or whatever, or to just discuss some situation in the exhibition. Но что касалось какой-то мелкой работы, например, развески, здесь помогали все. And in the end, everybody was really satisfied always. And I really don't know how we actually made it, we hadn't even had fights or dissent in the huge amount which maybe could happen when young artists, especially very characteristic artists, come together. Young artists, Но в конце концов все были удовлетворены, и это очень удивительно, потому что у нас даже не было никаких ссор в той ситуации, когда много молодых художников со своими идеями, которые достаточно разные. It was like it worked out. Все получилось. Вторая выставка, как я поняла, была уже поддержана, то есть там была спонсорская поддержка. Насколько это было сложно и кто занимался этим? Потому что обычно куратором хочет быть каждый, но мало кто хочет сидеть на телефоне, да, искать деньги и другие ресурсы. Сколько? How much and how? Not how, Just not how much, okay. who was, you know, to finden, sponsoren. It was
the biggest challenge of everything. It was a huge challenge to find a location. Это был самый большой вызов. Первый вызов был найти место для выставки. And the really biggest challenge was to finance like a publication, like a website, and all this placards and so on, because we wanted to do it really professional. Ну и затем второй вызов — это найти деньги на публикации, на веб-сайт, потому что все это мы хотели сделать очень профессионально. And we were writing a lot of attending papers to different foundations. И мы писали очень много спонсорских писем разным фондам. And in the end, it came out that it's like, I guess it's a typical principle. If one bit is saying yes, the following say yes as well. And that was our situation. В конце концов, все пошло согласно правилу, что если одна большая компания отвечает, говорит «да», то все остальные тоже говорят «да», и это был наш случай. There was some critical situations as well, because the first one who were sponsoring us was a bank. Первая институция, которая нас поддержала, это был банк. And the second one was also a bank. Следующий был тоже банк. And they asked us when we had the meeting, what did they give you? Когда у нас проходила встреча, они спрашивали, сколько они вам дали. And they said, we give you the same. И мы дадим вам столько же. But we want our logo just as big. Но чтобы у нас был логотип такого же размера. And then we had like our universities who were sponsoring as well, and the city of Dresden. Также среди спонсоров был университет и администрация Дрездена. The interesting thing was it all happened like this. Yes, yes, yes. Happened after we got premiered in Saxony for a prize, or like kind of prize. Интересно, что вся эта ситуация, когда люди начали говорить «да», случилась после того, как нас номинировали на приз. Because the Ministry of Saxony of Art and Science had a scientific forum, and they were premiering the best example for knowledge or science transfer between cultural groups in Saxony. And we were really amazed when we heard that we were invited there. And on the other hand, we don't even knew till today who actually nominated or told them that we're doing this, because I think the audience is big, but I'm not so sure whether the audience really got good till the ministry. В общем, у Саксонского министерства образования есть такой научный форум, который представляет самые выдающиеся работы в этой сфере. И мы не знаем, кто же все-таки нас туда представил. Кто номинировал? But Und wer hat entschieden? Кто решил это? it was like the people around Sabine von Schollema, Freien von Schollema, who is like the minister. It's like the referendum about our Ministry of Art and Science in Saxony. And we were like this art for science forum. We even invited to participate, to work in this group, creativity, Kreativwirtschaft, creativity economics in Saxony, to share our experience so far. They're really interested in us. And И нас даже пригласили, чтобы мы выступили на форуме «Креативная экономика» и поделились своим опытом. it was very good. And after that, it came. Спасибо, но я спрашивала немножко о другом. В вашей команде кто занимался поиском финансирования? Координаторы или все-таки кто-то из кураторов тоже принимал участие? Who are the people taking care of sponsors, coordinators, or We also had people for this. We had like the main coordinators, Melanie and me, took the responsibility, of course, for financial and so on, finding sponsors. But we could never manage that on our own, because we were also at the same time participants, like regular participants, because it's a pilot project. And so we searched for some people inside our team
to support us with writing the attending papers and so on. And главные кураторы, я и Мелани, конечно, мы занимались этим, но мы не могли полностью посвятить этому наше время, поскольку у нас было много другой ответственности, и поэтому внутри нашей команды мы нашли тех людей, которые вот и занимались работой со спонсорами. Nils, weil ich ja auch selber Sponsoren schon gesucht habe, ich weiß, wie das ist. У меня есть тоже опыт, потому что я знаю, что этот поиск не очень легко. И sag mal, wie viele Anfragen hast du geschrieben und wie viel Prozent hast du Ja bekommen? Я спрашиваю, сколько запросов и сколько положительных ответов получила. Да, сколько? Да? No, приблизительно. Pi mal Daumen. Ja, ich kann ziemlich genau sagen, dass wir 22 Anfragen geschrieben haben. Like we wrote 22 attendings. Die 3? And no, one, because the first one bank, the first biggest bank said yes. Из 22 писем мы получили один положительный And ответ. the others came without attendings. Остальные уже без этих писем. Интересно, у нас обычно, если один банк поддержал, то второй банк уже не поддержит. То есть там жесткая конкуренция. Не надо говорить, я это не думаю. Сначала только говорит, у нас уже есть, а я думаю, там это для вас прекрасная реклама будет. И поэтому сейчас после этого только видно, что это 2 или 3 банка. Почему нет? А следующий раз? В следующий раз, если это все получилось, почему нет? Да? Потому что для этого это вместе надо. Я думаю, если они понимают, для вас и для других это тоже прекрасная реклама. Да. Yes, and all the other sponsors to finish the. Случайно, zufällig hat die dann. No, yeah, just they follow, like second time follow, and then Claymore University and the city of Dresden, because we have actually the Kunsthaus Dresden, the gallery of Dresden is like a city institution. И поскольку вот Дом искусств, Kunsthaus, в котором проходила выставка, он принадлежит городу, поэтому нас поддержала администрация университета. Which was on the other hand a very funny situation as well, because we attended for the foundation of the city of Dresden, culture ministry of the city of Dresden, and they said no. И это была очень интересная ситуация, поскольку мы просили о поддержке комитет по культуре администрации Дрездена, и они сказали нет. And 4 weeks later, we got the message directly from the gallery that we can have this exhibition there. So we took it away Мы without. получили ответ непосредственно от галереи, что мы можем делать выставку там. And it was like a really nice coincidence, and so it came up. Это знакомая ситуация. Yes. Маленький вопрос. Ну, конечно. Вот как происходило ли взаимообогащение? Вот художники и искусствоведы, художники нечто изображают, а искусствоведы нечто объясняют или описывают. Вот, also gab es so einen Austausch, so einen Output in diesem Projekt, so diese inhaltliche Arbeit, Kunsthistoriker deuten etwas und Maler schaffen etwas, kreieren etwas. Also insbesondere für die Kunsthistoriker, was haben sie dabei gelernt? Oder auch Maler, von konzeptuelle Arbeit vielleicht. I didn't mention it in my presentation though, because it's going into very interesting details. Just wanted to show the structures, but of course I'm going to answer this question now because it's really interesting and it was really successful because the young artist, like, I can say from my point as young art historian, cultural scientist, that I learned so much just to sit in the atelier, just to talk to, for example, Martin or Melanie, young artists. I was like doing too much. Okay.
В общем, я не стала вдаваться в детали, поскольку в моей презентации я хотела показать нашу структуру, но, конечно, это имеет огромное значение для меня, как искусствоведа. Очень много я получил, просто сидя в художественной мастерской, разговаривая с художником. Just to have talks, to talk about what is going on with your art, like why you painting like you do, or how do you think this guy is painting? What do you think about this guy? And just to have discussions about plenty of things. You learn so much, you get so much input as art historian. И мы разговаривали на разные темы, то есть как ты делаешь свое искусство, или что ты думаешь о том или другом художнике. И через все эти дискуссии мы таким образом взаимно обогащались. Actually it was a problem at the beginning that every young art historian, of course, which who have never been at art academy, for example, or in atelier, has always this this view on the young artist, although he's young and he's a student as well, as untouchable person, built personality and individual. И молодые искусствоведы, которые никогда не посещали художественных академий, они сперва относятся к художникам, молодым художникам, как к каким-то неприкасаемым, что ли. Which took some time to reduce, so that you have an eye-and-eye talk. And on the other hand, I heard that, for example, from the young artists, was like the same way around, because they have so much respect for what young art historians are writing, because their perception has such a huge mind, or can have such a huge mind on the perception of their art for the audience. И с другой стороны, молодые художники, у них большое почтение к искусствоведам, поскольку они считают, что это как бы большой труд переработать всю эту художественную информацию для аудитории. И поэтому процесс общения происходил все-таки с глазу на глаз, и удалось преодолеть это отношение, с одной стороны, как к неприкасаемым, и с другой стороны, с большим уважением. So it was for both sides really inspiring, and I will never forget what Martin, who I was working once, said. Of course, he's a painter and art student, but he was never into this art history stuff so much. Of course, he knows the great painters and he knows what he likes and who he's looking up to, but he was never like on this in this sphere of this stadium to say, okay, I really want to know some more now. I really want to get into his works, into his life of artists, of like older artists of art history. And I will never forget when he said like, oh yeah, I'm really into art history now, like from a young artist. It's like great, because I was bringing him some information and said like, you could like this guy, and brought him some books and so on, and he was like absolutely amazed just to get some input from me on this side. В общем, это был очень вдохновляющий опыт для обеих сторон, и, например, Мартин, тот художник, живописец, с которым я работала, конечно, он знал все эти великие имена в истории искусства, на кого-то он ориентировался и так далее, и хотел знать чего-то большего, но я никогда не забуду, как в один момент он однажды сказал, что теперь я действительно увлекся историей искусства, и это было вот через наши разговоры и так далее. And on the other, like following all this content stuff which I was talking about today, the young artists have now their personal art historians, when you see it like this. They have, like, for example, if they're attending for scholarships, or if they are preparing a portfolio or something for exhibitions, they have like now young colleagues like their age who exactly know what they like and who exactly know what they're doing actually, what's they're all about, because they were talking so much that they can just ask them, and they do, to write text for them. It's like that's like a few days ago again, I just got Alexander asked me whether I can write a text for him because he's having an exhibition, and it's just very practical circumstances. So everybody has like also. И с практической точки зрения у каждого из участников
художников теперь есть свой персональный искусствовед. И когда художники подают на какие-то гранты или участвуют в выставках, им нужен текст о своих работах, они всегда могут попросить коллегу искусствоведа написать этот текст о них. And it makes fun, a lot of fun, just to write for young people who really something. Все это очень интересно и весело. У меня есть вопрос. Вы говорили, что в дальнейшем хотите привлечь ваш проект международных участников. Мне интересно, как это может функционировать, потому что ваш проект, он такой партизанский по большому счету. Это группа менеджеров-энтузиастов. Да, каким образом это может функционировать? Чего вы ожидаете от такого сотрудничества? И какова ваша цель? Для чего вы зовете? Приглашаете на проект международных участников? There are some models or dimensions, like for example, artist in residence programs. For example, then there can also be like when it comes to young art history and art. I see myself. That's why I'm learning Russian here. Поэтому я здесь изучал русский язык. As a moderator as well, just to bring some people together. It's like one of my personal perceptions in this case. Есть несколько моделей того, как мы можем это делать. Например, это формат художественных резиденций, арт-резиденций, затем формат фигуры модератора, который может приглашать людей, которые интересны для проекта. Just to build up a dialogue, kind of, and to, of course, the language barrier is like the biggest barrier, I would say, when it comes to international corporations or projects. But I think if you're motivated and you're having the right people, you can easily overjump this. И один из главных барьеров, что касается международных проектов, это языковой барьер, но если у вас действительно есть мотивация, его можно легко перепрыгнуть. And we're living in a world where, like, globalized, where you can easily share information immediately and translate text immediately. And for example, when it comes to really concrete ideas, you can just organize exhibitions anywhere with young students from each country, and also exchange like the text, like the perceptions. Russian art history students are writing about German young artists, and the other way around, for example. И сегодня мы живем в глобальном мире, и поэтому обмен информацией достаточно простой, поэтому мы можем работать с международной аудиторией, когда, скажем, русские искусствоведы пишут тексты немецким художникам, наоборот. Русский это невозможно. Ну, конечно, тоже. Поэтому сейчас это вообще, там нет барьеров, я думаю, языка. Потому что если это так, тексты на русском языке, и вот это художники, там это российские, есть барьеры или нет? Или? Нет, я ошибаюсь, у нас есть своя ошибка просто. Тандем. Конечно. Потому что есть там есть русский. Там это немец или немец-немка. Я думаю, это возможно или нет? Или русский-немец. Если это, я думаю, тоже это возможно. Нет. Да, и особенно если можно говорить по-английски, то нет, просто Глобализация. Если художник захочет узнать, что тоже это немецкий искусствовед, Да, поэтому сейчас я думаю, это художник, я думаю, искусство, и поэтому я думаю, это всегда есть проблема с переводом, потому что я думаю, оригиналы это оригиналы, и переводчик это не умеет это все, это, думаю, выразить вот это чувство. Я думаю, поэтому сейчас эта сфера, я думаю, с переводом это не очень успешно, я думаю, потому что оригиналы это оригиналы. Я думаю, на русском языке можно перевод, есть хорошие переводы, но я думаю, что это чувство языка. Там это можно это транслировать, там, я думаю, художники надо это сделать перевод, да, а не на другой язык, но я думаю, перевод там на искусство. Да. Я не знаю, это правильно или нет.
Да, потому что формулировки очень важны. Для объяснения искусства это тяжело. Конечно. Потому что это всегда уже интерпретация, да. Я думаю, интерпретация нужна вот это художнику. Да. Я никогда сказал, будет легко. Мы думаем, это реальность. Почему нет? Как нашли 10 искусствоведов, 10 художников, как они нашли друг друга, и как вы собираетесь создать новое поколение? How do you start to select an artist? How much are they building financial generation? I was searching for my art history student colleagues. But how did you do that? I was just asking the people who Would you like to? No, I was, because it was, as I said, it's like a whole, like a pilot project. It's like the first project ever. It's like a new concept. And I just thought about and asked people who I knew could be interested and motivated and really into to invest energy for free to try this. And Melanie was like the same way around from her artist. So that was the first time we just choose, Melanie and I choose. Как мы искали художников и искусствоведов для этого проекта? Мы просто спрашивали людей, я спрашивала искусствоведов, Мелани спрашивала художников, и вопрос был, готовы ли вы вот инвестировать свою энергию за бесплатно в такой пилотный проект. And for the next time, we have so many requests already that we can easily do an open call, yes. Because the people are really interested, and especially from our history, it's like, wow, we should do this again. We really want to do this as well. И что касается следующего поколения для нашего проекта, у нас уже было много запросов, и поэтому мы думаем, что нам достаточно будет закрыть вот объявление, прием заявок, и тогда мы наберем желающих. And to be honest, we had like the first 20 people. From the first 20 people also left during the process, and we need to find 2 new because they just recognize that it's actually you need to invest some work, and they weren't sure if they really want that. И во время действия нашего проекта 2 людей ушло, поскольку они поняли, что действительно нужно инвестировать свои силы, свое время в этот проект, и они поняли, что не уверенно хотят в этом. We always invited them, of course, to our following project after they left, so they were still part of our community, of our network, and still are. Но мы все равно приглашали их, потому что они, тем не менее, являются частью нашего вот этого сообщества. It was no problem at all. I mean, because we're doing this all because we want to, and need to be flexible. Always need to be flexible when you come like into cultural sphere, especially when it comes like to this projects where you're just giving your resource, time, resource, and energy for free. И когда речь идет о культурных проектах, о проектах в сфере культуры, и особенно о тех, в которых вам нужно отдавать какие-то свои ресурсы, всегда нужно быть гибким и понимающим в ситуации. When you think about this thing, it could be also interesting to mention that we were those 2 people were bachelor students. In Germany, we have bachelor and master system, and they were quite young in their bachelors. And И важно упомянуть, что те студенты, которые ушли, они были бакалаврами, очень молодыми. And we recognize that it maybe could be more attractive or more important for those students who are doing the masters, who have like a perception or a future in their eyes, who have like an idea of what is coming after their studies, and to just really work on to this point, to get some practical experience through our project, through our training program, and
having like Germany would say ein Bein in der Tür. It's like to have like a foot in the door, to be like into this sphere. И мы поняли, что наш проект должен быть более интересен студентам-магистрам, поскольку они уже более взрослые, у них уже есть понимание своего будущего, что они будут делать после того, как закончат свою учебу, какой практический опыт они хотят получить. И есть такое выражение, как бы нога, ступающая за дверь. То есть они уже на полпути к своей карьере, и поэтому для них этот проект – это такая важная ступень. А кто-нибудь из первой команды захотел снова работать с вами? И вообще возможно ли это было? Did anybody from the first team want to cooperate with you in the future, and if it's possible? Everybody is. Все захотели, да. That's our concept, to always to build up this community. Наша концепция в том, чтобы построить вот это сообщество, this network of people, эту сеть людей, and to always involve them again, to just have a pool of people you can work with. Чтобы у вас всегда был какой-то запас из этих людей, с которыми можно работать. То есть они продолжат работать с вами? Как приглашенные. Приглашение. Да. И еще один вопрос. Второй проект, извините, я опять про финансы. Второй проект у вас был финансово успешен. Настолько ли, чтобы художники и кураторы получили какие-то гонорары? Или это все равно была волонтерская работа с их стороны? It's like they will work for free completely. Yes. Yeah. Completely. We had for the second for the second exhibition where we have been producing catalogs and so on, and had to do this designs and so on. We were given everybody a small amount, everybody the same small amount, because we had some money left to just say, okay, this is like a fee you get. Aufwandsentschädigung. It's like a fee you give for the problems they had, like for just traveling or something. It's what we could give, but all other stuff was bесплатно. То есть от того финансирования, которое было во втором проекте, после публикации, после вот каких-то инвестиционных вещей, тот остаток, который был, мы его разделили, эти маленькие деньги, между участниками, и как бы это не были гонорары, это были такие деньги, чтобы решать свои проблемы. But also means coordination. Это только для материалов, а не для работы. Это только для материалов, не для работы. Я думаю, работа бесплатна. Да, добровольно. Мне кажется, Для материала для художников. Нет, только для всех, да? Für alle. Для всех. For everybody the same amount. And it was not for buying canvas. It could be for buying canvases, of course, and buying colors or buying paper for the printer to write text and so on. But it was actually just for writing text and hanging up the painting. Auf Deutsch ist es eben Ausstellungshonorar und Texthonorar, beziehungsweise Ausstellungsentschädigung und Textentschädigung. Я думаю, только зарплата для выставки и для писания работы. А я думаю, это нет гонораров, я думаю, только это. Это мелочи, я думаю, это большая плата за... Да, это мне можно сказать. Мне кажется, еще вот тут многие вопросы сами собой разрешатся, если мы просто систематически спросим, а что это такое вообще, почему вот мы такие вопросы ставим, почему они так делают, а не это. То есть, мне кажется, вот в России у нас больше превалирует система такая, мировоззрение, вот институты, финансы и так далее, национальные границы и так далее. А здесь принцип это абсолютно открытый мир.
это идея, прежде всего. Если у нас сначала спрашивают, так сказать, финансирование института какие и так далее, а потом мы, может, идею придумаем, то здесь абсолютно наоборот, да? То есть абсолютно свободно собрать. Мы как раз работаем по принципу, что есть идея, а в конце концов сами заплатят. Даже Это молодежское, ну да. Euer Know-how ist dann eure Idee. европейцы. Know-how – это идея, да, только я думаю. Know-how тоже капитал, но у нас, we have made so much experience, nobody can pay for them to get this experience because it's worth so much to just have this, to just have the possibility to do this, to just get to know the people. Ну, то есть у участников появилось, они приобрели столько опыта важного, который не приобрести ни за какие деньги, поэтому только ради этого стоило работать бесплатно. But of course you can only, that's the problem, I guess, in general. You can only do this as a student in your free time because then you need to less maybe care about, because you're financing your studies anyhow, and this is like a second job you're doing free. That's why I think you can only do this as a student, because if you're going to do this for a living, it's going to be really hard. Я думаю, что только будучи студентом можно этим заниматься, поскольку каким-то образом вы уже финансируете свое образование, и потом вот вы занимаетесь этим проектом как какой-то волонтерской работой. А если бы вам приходилось еще и зарабатывать на жизнь, то это было бы уже сложно участвовать в таком проекте. Yes, but on the other hand, the experience you get, you can easily use, and if you have this network, and I recognize right now from the last 2.5 years, or 2 years, that the network I got through this project is huge, and that it's makes so much fun now from all the people you get to know to continue this, because you exactly know there's someone who's interested in that, there, and so on. Но с другой стороны, вы приобретаете такое большое количество профессиональных связей, как, например, вот я за эти 2,5 года приобрел столько полезных контактов, что если вы хотите этим продолжать заниматься дальше, вы обязательно найдете человека, который вас заинтересован. And I mean, you can accept it or not, or see it as a problem or not, but in the cultural sphere, the most things are going via connections and via networks, to know each other, or to know someone from who you know who's doing it great or something. It's like, at least, like in the big parties like this. And if you will, I mean, we just bought our own, or just build our own network to just give a little contract to the big players, kind of, just like the big institutions, who are really hard to get in, and we're just building our parallel structure with young people and continuing building it a little bit. Ну, во-первых, в культурной сфере, как и во многих других, связи решают все, и мы просто строим свою такую собственную сеть связей, и вместо того, чтобы пытаться попасть в какие-то большие организации, мы построили свою структуру, которая существует параллельно этим большим институциям. Euer Projekt hat jetzt schon einen Namen und ich denke mal, für diese Leute, die da beteiligt sind, ist es nicht schlecht für die Vita, oder? Absolut, ja. Я думаю, что этот проект тоже очень знаком, и это для Виты, да, это для биографии этих художеств, это, я думаю, тоже очень полезно. Нет, ну конечно, когда сейчас я прошу прощения, когда звучат такие громкие имена у институций, где были выставки, то есть это, конечно, очень здорово, ты начинаешь. И кураторы. И для художника, и для куратора. У них тоже есть публикации сейчас, Да. каталоги. У нас немножко другая ситуация. У нас часто молодые художники находятся в ситуации ваших студентов, будучи уже 30-летними людьми. И уже не учась, а работая. То есть для того, чтобы получить свое имя, они должны работать. Но работать, мы, например, маленькая организация, не можем платить художникам за участие в наших выставках.
Думаю, это проблема, потому что это тоже только студенты. А там есть инициатива, самостоятельное время. А здесь, я думаю, иногда ждут. Поэтому сейчас иногда таких инициатив нет. Я замечаю, если это неправильно, можно это исправить. Но я думаю, потому что сейчас у нас в Германии это так, что студенты, так это всегда побольше самостоятельно все работает. Я думаю, может быть, что это в другом возрасте, может быть, что они уже взрослые люди, я не знаю, как можно это описать. А я замечаю, что здесь очень часто это художники и, я думаю, лингвисты, и что здесь они ждут, что делают для вас, да, что-нибудь. А здесь, я думаю, инициатива от них, да, это самостоятельная работа. И сейчас можно это сказать этим молодым художникам. Да, надо это сделать, потому что надо все делать для имена. Я думаю, что это очень важно. Понимаете? Да, я понимаю, пытаемся им помочь. Да, себе надо помочь, себе. Себе, это себе надо. Думаю, это здесь очень сложно. Иногда. On the other hand, it's always easier, even if you're staying in contact, for example, the network we have now of people, it's always easier to contact them as a group, to have like legitimization to say, we're here, we want to work with you, or we're here, do you want to work with us? And if you're a single person, a private person, doesn't matter if you're art historian or artist, nobody will care. And that's why we solved the problem like this. И с другой стороны, есть проблема того, что если вы работаете в одиночку и хотите работать с кем-то, то к вам не прислушиваются. А когда мы существуем как группа и зовем кого-то в коллаборацию, работать для нас или чтобы нас пригласили куда-то, это проще и таким образом решили проблему. And even for the young artists, I mean, it's in a time, especially in Germany, where we have actually not so less young artists. It's always really, really hard to get exhibition places. And as a group, we made it to get some really good exhibition places, which is for them perfect as well. To have like see, okay, 2 exhibitions here, and И для молодых художников в Германии, в Дрездене в частности, очень сложно попасть на выставки, которые организуются в каких-то хороших выставочных пространствах. И как группе, опять же, нам было проще организовать вот эти выставки в хороших пространствах. У меня еще один вопрос. Да. На какой период вы планируете работать в новом поколении? Начинаем зиму. How long this generation is supposed to be working? The next one. The next one. About a year or... Yes, I guess. 2 semesters. 1 year. The thing is, we started, as I said, 2012, but we needed a lot of time to find ourselves. I mean, I explained it like it would be absolutely, how to say, selbstverständlich. That's how I explained it, but of course we needed our time to find ourselves and to find a way to be sneaky and to find a way how to do it, how it works out and how we want to cooperate. And but now we have the know-how, the knowledge. Now we know what we can reach and how we can reach it. So I guess for the following generation it's going to be maybe easier because they also have the knowledge from the previous, or can get the knowledge from the previous through exchange. And I guess it can be shorter term than like 1 year. Следующее поколение 10+10 будет работать примерно год, то есть
2 семестра. Для нас, как для стартового поколения, мы начали в 2012 и закончили вот сейчас, то есть продолжаем сейчас, поскольку нам нужно было время, чтобы найти самих себя и понять, каким образом мы будем работать. Но теперь у нас есть вот это ноу-хау, и новому поколению будет проще с этим нашим опытом работать, и поэтому сроки их работы могут быть меньше. What doesn't mean we want to stress the people, because everybody needs time to make his own experience. But we just want to make the program a little bit more compact, because we had some breaks in between the last period, and yes, just to make it more professional as well. Ну и следующий период, конечно, мы не будем подвергать новых людей какому-то стрессу, потому что каждому нужно время, чтобы приобрести свой собственный опыт. Но в то же время в нашем случае у нас были какие-то перерывы в работе, а в следующий раз мы уже постараемся сделать это таким непрекращающимся, более профессиональным образом. Есть ли еще какие-то вопросы к Нилсу? Спасибо. Нет? Спасибо.